Oh shit, motherfucker! Что температура даже уменьшается. Чем активнее, смотрите, уже 23. Так, ну что, чуваки, давайте, значит, сейчас стартанем 0-100. Вы посмотрите, какой грязный бензин. Не зря говорят, что интеркулер — это самая грязная часть автомобиля. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная работа. Сегодня мы будем заниматься впускной системой нашего крутого, мощного компрессорного Мерседеса. Впуск очень важен для машин с турбонаддувом, либо с компрессорным наддувом. И вообще впуск очень важен, потому что от температуры впускаемого воздуха зависит то, сколько мощности будет выдавать ваш мотор. Сегодня мы будем обслуживать и мыть интеркулер нашего автомобиля. И прежде чем мы начнем эту работу, я хотел бы немножечко дать теории, рассказать, что же все-таки такое интеркулер и какую работу он выполняет. Прежде всего, я хотел бы вам рассказать о устройстве поступания воздуха и смесеобразования в обыкновенном двигателе. То есть у нас есть двигатель внутреннего сгорания, неважно бензиновый или дизельный, но в данном случае мы будем рассматривать, скорее всего, бензиновый двигатель. Он служит как насос, то есть он нагнетает воздух. То, с какой интенсивностью он нагнетает воздух, прежде всего зависит от того, как вы воздействуете на дроссельную заслонку. То есть, по сути, дроссельная заслонка — это врата, которые открываются и либо закрываются. То есть на холодном ходу он открыт на небольшое количество процентов, чаще всего это на 0,8 или 1,2%. Дроссельная заслонка открыта. На прогревочных оборотах, может быть, она и больше будет открыта, но тем не менее холостой ход такой. А когда вы вжариваете, соответственно, она открывается настолько, насколько вам нужно, вплоть до 80% и так далее. Далее, перед дроссельной заслонкой стоит температурный датчик, датчик впускаемого воздуха. На более новых модификациях он интегрирован в датчик массового расхода воздуха. То есть, что такое датчик массового расхода воздуха? Это устройство, которое видит именно то, сколько килограмм воздуха входит в двигатель. То есть, таким образом, она дает возможность более лучше замешать смесь и подает сигналы на компьютер, который в свою очередь наливает топливо через форсунки. Как вообще датчик массового расхода воздуха устроен в разных системах по-разному, но чаще всего это пластина, которая нагревается, и от той интенсивности, как она остывает, двигатель и понимает, если пластина эта остывает быстрее, значит, соответственно, воздуха проходит больше. Если она остывает медленнее, соответственно, воздуха проходит меньше. Ну, есть разные датчики, поэтому это не тема нашего сегодня разговора. Ну и далее идет, соответственно, впуск, идет фильтр, воздушный фильтр, фильтрующий элемент, и сам забор воздуха. Это в обыкновенных двигателях без турбонаддува. Там небольшое давление воздуха, и, соответственно, воздух, он поступает холодный, ну и небольшое давление, он разогревается и уже в двигатель поступает теплым. Значит, вот видите, холодный воздух идет, проходит, и уже, так как все-таки давление есть, он поступает уже теплым в двигатель внутреннего сгорания. Но что же происходит с двигателями, где установлена турбина или, как в моем случае, компрессорный двигатель? Вот в данном случае это мой компрессор. То есть это лопасти, которые разгоняют воздух, соответственно, они создают еще больше давления, всасывания. А как мы знаем, чем больше давление воздуха, тем больше он разогревается. И, соответственно, этот компрессор, либо турбина, неважно, он может разогревать воздух вплоть до 150 или 200 градусов. А это очень много для нашего двигателя. То есть уже отсюда воздух попадает горячим. И, естественно, если воздух такой же горячий попадет
и в двигатель, то эффективность этого двигателя будет абсолютно бессмысленна, потому что, во-первых, будет меньше давления, а во-вторых, мы знаем, чем горячее воздух, тем меньше там кислорода, чем холоднее воздух, тем больше там кислорода, больше его плотность, а кислород именно то, что дает возможность качественно сгорать топливно-воздушной смеси и бензину в частности. Поэтому производители на таких двигателях устанавливают между фильтром так называемый интеркулер. То есть интеркулер — это теплообменник или в обыкновенном воздушный радиатор, который охлаждает вот этот вот теплый горячий воздух, охлаждает потоками воздуха при движении. Таким образом воздух остывает и уже входит во впуск в охлажденном виде, что и нужно для хорошего и сильного мощного валева. На самом деле недооценивать охлаждение воздуха абсолютно нельзя, потому что такие интеркулеры, они могут охладить воздух вплоть до 50 градусов. А даже если воздух охлаждается хотя бы на 10 градусов, он увеличивает производительность мотора на 2-3%. То есть, соответственно, если на 50 градусов мы охладили воздух, соответственно, считайте, на 15-20% мы увеличили производительность мотора. Потому что вы, возможно, все ощущали, что по утру в холодную погоду двигатель едет лучше, чем когда за бортом очень жарко. Вот именно поэтому. Также еще хочется добавить, что интеркулеры бывают еще и с водяным охлаждением, что более, как сказать, продуктивно, более лучше. То есть тогда тут еще добавляется водяной контур с охлаждающей жидкостью, потому что вода лучше отводит тепло. Но это более дорогие системы и делаются более на новых машинах. Итак, мы с вами определились, что интеркулер очень важен, потому что воздух, нагнетаемый компрессором либо турбиной, он очень горячий, и нужно сделать так, чтобы он дошел холодным до впуска. Именно поэтому все тюнеры, которые тюнингуют свои автомобили, они устанавливают интеркулеры большего размера, они делают более холодный забор воздуха не из подкапотного пространства, а прямо вырезают еще какие-то дырки в капоте. В общем, делают все, что угодно, чтобы только получить более холодный воздух. Ну и еще также хочу сказать, что ладно, если у меня 2.3 мотор, но на более производительных моторах, на таких как AMG и так далее, 5-литровых, там 6-литровых моторах, то та температура воздуха, которая поступает во впуск, она вообще, ну, очень важна. Именно поэтому вы можете увидеть, что на новых моделях Мерседесы, к примеру, с двумя, там, с 3 турбинами, там большие фронтальные интеркулеры прямо на 2 башки, на одну и на вторую, то есть установлены, и они играют очень большую роль. Конечно, если вы поставите просто на свой какой-нибудь атмосферный двигатель, она вам особо не поможет, потому что у вас нету такого давления, и воздух так сильно не нагревается, но на турбированных важно, чтобы интеркулер был чистый, и важно, чтобы он был. Ну что, друзья, теперь мы приступим к работе. Я буду снимать интеркулер, мы будем смотреть, в каком он состоянии. И самое главное, интересно посмотреть, как же потом поедет машина, уменьшится ли температура на впуске, как она будет ехать. И, друзья, делаю это в первый раз, как большинство из вас. Поэтому давайте сейчас приступим к работе и посмотрим, с какими трудностями мы столкнемся. Поехали! Ой, ёп. Вот, друзья, вот это ДМРВ, датчик массового расхода воздуха. Это именно то, что засирается маслом, когда интеркулер полностью грязный. Это именно тот смысл системы HFM, если у вас есть на Mercedes. Как раз таки вот
этот воздух охлажденный из интеркулера должен идти через вот этот датчик массового расхода воздуха. Вот. А проверить, работает он или нет, можно на компьютере, либо на сканере, о котором я вам 1000 раз рассказывал. HFM скан. Ну, вы пройдите по этой ссылке, посмотрите это видео. Я полностью рассказываю, как работать со сканером, специально для наших старых Mercedes. Ложим его на полку и продолжаем работу. Блять, а как он снимается, слушайте. Но он же должен просто сниматься. А у меня такое чувство, что надо радиатор снимать. Ну как же так? Так не должно быть. Ну вот он же, все, можно его уже снимать. Но почему-то производитель не дает нам такой возможности. Почему он не дает такой возможности? Вот так все. Это в лучшем случае. О, сука, тут я вижу уже кто-то побывал. Смотрите, как мыл я, не мыл радиатор, но смотрите. Это просто какая-то жесть, просто жесть. Вот, смотрите, все изо всех щелей льется, короче. Это ужас. Настолько грязный радиатор, я вообще не понимаю, вот что нужно для того, чтобы ему нормально промыться. 7 часов, все уже поуезжали, а мы еще даже не сняли интеркулер. Мы еще пока просто сняли радиатор, чтобы потом снять интеркулер. Это просто дичь. Оно же реально не вымывает. Ну что, а когда мы разобрали пол машины, значит теоретически, чисто теоретически, у нас должен наконец-то сняться интеркулер. Я очень на это надеюсь. Потому что если не так, то я не знаю, что даже уже думать. Снимаетесь или нет? Вы что, не снимаетесь? Да ну в пизду. A few moments later. Ура! Сука! Вот он, наконец-то мы его сняли, любимый. Блин, если бы вы знали, чуваки, сколько нужно было всего снять для того, чтобы он оказался у меня в руках, это просто жесть. Мы сняли обыкновенный радиатор, мы сняли диффузор вентилятора, мы сняли бампер, блин, который я не знаю, как сейчас будет повесить. Мы сняли все патрубки, ломаются все эти хомуты. Я не знаю просто, как мы это все будем обратно. Вот уже 4 часа, и мы только сняли вот это. Еле-еле было оставалось до того, чтобы снять еще радиатор кондиционера и развоздушить всю систему. Почему? Потому что на компрессорных Мерседесах и на всех более мощных Мерседесах там радиатор это как сэндвич. Один прикручен ко второму, снизу третий. Все это держится там как-то на телевизоре. Короче... Это просто жесть, чуваки. Ну что, пойдем его наконец-то мыть, потому что мне уже просто заебало, блядь, в этом гараже. Я сегодня просто не уеду, скорее всего. Ну что, теперь давайте с вами оценим сейчас состояние. Вот патрубок интеркулера первый, весь в масле. Сам по себе интеркулер, посмотрите, тут птицы гнездились. Тут вообще просто жесть. Нормально он, естественно, обдувать ничего не будет. Плюс еще... Тут внутри, но сейчас мы это все посмотрим, что тут внутри, будем его бензином промывать. Вот, второй патрубок. Тоже, когда мы это все снимаем, нужно убедиться в их целостности, чтобы точно понимать, что они целые и не подсасывают воздух. Потому что, ребята, это просто ужас, просто ужас. Я уже смотрю, я понимаю, почему засирался мой датчик массового расхода воздуха. Чисти его, не чисти, все равно он будет засираться, если вот эти патрубки грязные, понимаете? Поэтому, ну что, приступаем к работе. Мы берем бензин и просто заливаем его в наш интеркулер. Немножко залили. Сейчас мы поболтаем и посмотрим, что же все-таки пылится из нашего интеркулера.
Оу, shit, motherfucker! Вы посмотрите, какой грязный бензин. Не зря говорят, то, что интеркулер — это самая грязная часть автомобиля. Второй раз выливаем. Уже почище, конечно. Но все равно грязно. Он немножко просматривается на солнце, но внизу все равно видно то, что там это вся бяка. Это не дает возможности нормально продуваться. При том, что сюда можно ставить и более производительный интеркулер, но на это все надо гроши, бабки, бабулечки. Поэтому, в принципе, да, и посмотрите, тут написано, что этот интеркулер от 2.0. Ну ничего, тоже сойдет. Ну, неважненько промывается. Сейчас мы это все попытаемся быстренько установить, выехать и потом уже замерить, сколько у нас будет температура на впуске. Я знаю, какая она была до этого, и я буду точно знать, какая она будет у нас на полностью чистом интеркулере и чистом радиаторе. Ну что, друзья, посмотрите, мы не успели все сделать. Вернее, да, мы, конечно, все собрали, но бампер сгнил, и мы его просто не смогли поставить. Поэтому еду я сейчас без бампера. Посмотрите на мое лицо. Это просто жесть. Мы не успели помыться, нас сторожа выгнали. Ну, это нормальная тема, мы ничего не успеваем. Сейчас попробуем подключиться к диагностике и посмотреть, сколько поездим, и посмотрим, сколько у нас на впуске температура, повлияло ли это действительно как-то на разгон, на динамику и так далее. Вот смотрите, 79 это у нас температура антифриза, 28 это температура на впуске. По сути, когда мы увеличиваем скорость, должен обдуваться, получается, интеркулер, и температура на впуске должна уменьшаться. Но в то же самое время наш компрессор, он же нагнетает воздух, соответственно, воздух у нас сжимается и воздух нагревается, насколько вы знаете. И поэтому оно сама друг друга должны компенсировать, получается, по температуре. Ну что, давайте, значит, едем. Смотрите, я еду. Вот, и вы можете заметить то, что интеркулер начал работать, то есть температура уменьшается. Значит, давайте еще поездим сейчас, посмотрим, что будет с температурой. Значит, температура за бортом 15 градусов, температура на впуске у нас на самом деле сейчас 25 градусов. Имеется в виду то, что интеркулер у меня не обдувался, а сейчас вы можете заметить то, что температура даже уменьшается. Чем активнее, смотрите, уже 23, чем активнее я начинаю ездить, тем меньше температура на впуске. Это просто космос. Это очень круто, чуваки. Потому что, как вы понимаете, чем меньше температура на впуске, тем активнее машина едет. И сейчас мы будем с вами делать замер 0-100. Выйдем на трассу, там, где именно можно ехать 100 км в час. И сделаем с вами замер на разгон, для того, чтобы посмотреть, каким образом изменился ли наш разгон вообще. Так, ну что, чуваки, давайте, значит, сейчас стартанем 0-100. 2 человека в машине, а не один. Сейчас посмотрим, как машина едет на таком промытом интеркулере. Пробуксовка. Сколько там секунд? 80. 90. Блин, секунд? Сколько секунд до сотни? Не посчитал. Да, не посчитал. Блин, она просто, ну вот 0, все, она зафиксировалась. 2, 5, теперь 0. Нет. 1, ну это пиздец. Ну что, зафиксировалась? Не, блядь, она реально глючит, пиздец. Так, ну что, единственный нормальный вариант, как можно посчитать, это с мобильного телефона. Вот так вот, значит. И сейчас будем с вами считать по спидометру.
Блять, таксист этот еще. 100! Друзья, вот мне сложно на самом деле посчитать, сколько будет 0-100, ну, потому что одна программа глючит, так неудобно. Какие-то таксисты выезжают, гаишники везде. Но сразу я понимаю, что машина едет намного активнее, намного бодрее, чем она ехала раньше. Даже вот вдвоем с еще довольно-таки не худым человеком рядом, нашим оператором Андреем. Ну и еще что хочу сказать. Конечно же, мойте радиаторы, конечно же, мойте интеркулеры, если они у вас есть, и будете здоровы, машина ведет себя намного лучше. И вот самое главное, что по показателям температура на впуске по датчикам уменьшается с увеличением скорости движения автомобиля. То есть чем активнее вы наваливаете, тем меньше температура на впуске. Я считаю, что это просто залог успеха. Это то, что должно было быть. Все, ребят, спасибо за то, что смотрели. Оценивайте, подписывайтесь, ставьте лайки. А мы поедем на заправку мыться и домой наконец-то спать. Пока.